холодном сиянии небоскребов Ньюберга, где стекло отражает звезды, стоял Джейсон Миллер, наследник промышленной империи, созданной его отцом. Ему было 36. На счетах миллионы, в гараже спорткары, в календаре бесконечные встречи. Но за всем этим блеском пряталась пустота, которую не могли заполнить ни деньги, ни успех. Его отец, Гарольд Миллер, когда-то начинал как обычный инженер. Он часто говорил: «Богатство – это инструмент, но настоящая сила в сердце». После смерти отца Джейсон унаследовал компанию Милотек, но вместе с властью пришло одиночество. Люди вокруг видели в нем только владельца, не человека. Однажды ночью, глядя на свое отражение в окне пентхауса, он подумал: а если все это отнять, останется ли кто-то, кто полюбит меня за то, кто я есть? Так родился рискованный план. Джейсон решил исчезнуть и начать заново под другим именем. Через неделю он устроился охранником в собственной компании под именем Джек Рид. Дешевая форма, съемная комната в спальном районе, автобус вместо лимузина. Он хотел увидеть жизнь без фильтра богатства и, возможно, найти в ней смысл. В холле Милотек он стоял у турникета, проверяя пропуска. Люди проходили мимо, не замечая его. Но одна сотрудница задержала взгляд: Эми Картер, бухгалтер из финансового отдела. Девушка с простыми манерами и теплыми глазами. Она всегда здоровалась первой, приносила кофе коллегам и однажды поделилась бутербродом с бездомной собакой у ворот. Джек начал замечать ее все чаще. Он узнал, что Эми растит младшего брата после смерти родителей, работает допоздна и откладывает на его обучение. В ней было то, чего не купишь – искренняя доброта. Между ними завязалась дружба. Они разговаривали по вечерам у выхода, делились историями, мечтами. Эми верила, что мир можно изменить простыми делами. Джейсон слушал и понимал, рядом с ней он чувствует себя живым. Но не все было спокойно. Новый менеджер, Саймон Грей, начал сокращение и придирался к подчиненным. Особенно к Эми, считая ее слабым звеном. Джейсон кипел от злости, но не мог вмешаться, не раскрыв себя. Все изменилось, когда он случайно услышал разговор Саймона. Тот собирался подделать финансовые отчеты, чтобы скрыть свои махинации. Джек собрал доказательства, фото, записи, документы и анонимно передал их в отдел безопасности. Через несколько дней Грея уволили, а Эми оставили на работе. Она плакала от облегчения, не зная, кто ее спас. Между ними вспыхнули чувства. После смены они гуляли по парку, и в один из вечеров, под дождем, Джек впервые поцеловал ее. Это было просто, искренне, без роскоши и притворства. Но правда не могла оставаться тайной. На корпоративном приеме, где Джейсон появился по долгу владельца, один из старых партнеров узнал его и проговорился. Эми застыла, услышав имя Джейсон Миллер. Все рушилось в один миг. Она ушла, не в силах поверить, что человек, которого она любила, оказался миллиардером под маской охранника. Джейсон долго не находил себе места. Он понял, что потерял самое ценное – не женщину, а веру в самого себя. Через несколько дней он пришел к дому Эми с простым букетом ромашек. Без костюма, без машины. Он извинился, признав, что искал не любовь, а искренность, и лишь рядом с ней нашел и то, и другое. Эми долго молчала, потом сказала: «Ты искал правду и нашел, но теперь не теряй ее». Они начали все заново. Джейсон вел в компании социальные программы, помощь сотрудникам, обучение детям, благотворительные гранты. Эми стала его партнером не только в жизни, но и в деле. И когда он смотрел на нее в солнечном офисе, где больше не было места холодной роскоши, он понял слова отца. Человечность – вот самое прочное наследство.